Привет всем зрителям этого канала. Если вы смотрите это видео, значит у меня все получилось и я уже на территории Америки. И теперь вы сможете пройти этот путь вместе со мной. На этом канале я буду показывать и рассказывать о своей жизни в США, а также делиться всей необходимой информацией, связанной с миграцией и жизнью здесь. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не упустить важную информацию. Открываю я этот плейлист с данного видео, где расскажу о своем планировании, переезде и других подробностях, связанных с дорогой в США через Мексику. Записываю я этот ролик с Тихуаны, и именно с этого колоритного города вы сейчас наблюдаете видеоряд на своих экранах. Также озвучу здесь самые бредовые опасения, вычитанные мной в различных телеграм-каналах, и развею многие мифы и страшилки. 90% из того, что было написано в этих группах, оказалось полнейшим бредом, который просто забил голову и сместил ракурс внимания с действительно важных вещей. Например, тот факт, что лететь в Мексику необходимо сугубо с комплектом вещей и документов, предназначенных якобы для отдыха. Это просто не сусветится. Во-первых, ваш багаж не светят до того, как вы его сдадите в точке вылета, и кидают на ленту уже после одобрения въезда в страну. Понимаете? Где на данном этапе контроль и недопущение на рейс в связи с этим, скажите мне. И таких моментов просто тьма. Я не буду забегать наперед, все по порядку, смотрите видео. Итак, для начала обозначу два момента. Первое, для вашего удобства я разбил видео на главы, и по тайм-коду вы можете перейти на интересующий вас этап. Я же рекомендую смотреть видео целиком, так как рассказываю о переезде комплексно, и вся информация в ролике может быть вам полезна. Второе, так как видео носит более информационный характер, я почти не вставлял в него материалы, отснятые с мест. Так, ребятки, вы только посмотрите, какая машина. Но на самом деле показываю я вам не машину и даже не вот этот маяк. Я хочу показать вам океан. Если вы интересуетесь тематикой переезда, если вы смотрите это видео, то по-любому интересуетесь. Это место вам знакомо. Да, ребятки, это Тихуана. Прям граница. Чтобы посмотреть их и погрузиться в путешествие с головой, ощутить те первые эмоции, которые ощущал я на каждом этапе, переходите в специальный плейлист с короткими роликами, ссылку на который я закрепил в комментарии. Планирование. Началось мое путешествие со сбора информации. Я подписался на тьму самых разных пабликов в Телеграме и каналов на Ютубе, так как не было вообще никакого представления о том, как и что делать. Этот шаг я и сейчас могу рекомендовать, если вы в начале своего пути. Уже в процессе вы поймете, что даже самый информативный источник может упустить из виду какую-либо деталь. После уже начнете отсеивать их. И к моменту перехода через границу я уже был подписан на один паблик и всю необходимую информацию черпал оттуда. Где-то плюс-минус неделя понадобилась мне для того, чтобы худо-бедно иметь общее представление о том, что я буду делать и в какой последовательности. В итоге тезисно план выглядел так. Билеты в обе стороны, жилье бронирую на весь срок, на месте регистрируюсь в приложении и прохожу. Итак, по порядку. Виза. Или же электронное разрешение для граждан России и Украины. После того, как вы посмотрели цены, распланировали свой маршрут, время получать визу. В интернете полно гайдов, как это сделать. Там все интуитивно просто, и время на заполнение 10 минут максимум. Вы примерно по дате прилета заполняете анкету, и с момента выдачи у вас есть 30 дней для того, чтобы воспользоваться данным документом. Тут подлетает еще один миф. Гражданам России, но рожденным на территории союзного государства, будь то Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, якобы этим людям не выдают визу или как-то задерживают срок выдачи. Это ложь. Свою визу я получил мгновенно, хоть и указал, что рожден в Узбекистане. Ровно как и у других людей с такими же вводными данными, с которыми я общался после, проблем с этим не было. Визу я запросил на 30-дневный срок, уповая на то, что проставят ее на 180 дней по прилету. И 30 дней проще распланировать и запомнить маршрут, если вдруг я буду косить под туриста. Плюс бронирование выходит дешевле, так как было принято решение оплатить весь период пребывания в стране. План был следующий: если поставят визу под даты, на месте разберусь и продлю визу у мексиканцев. Кстати, вы можете заполнить разрешение неограниченное количество раз.
На случай, если допустите ошибку или поменяете даты. Заполняйте внимательно, потому как я лично столкнулся с такой ситуацией. В Стамбуле на моменте посадки на рейс парня чуть не пропустили по причине того, что у него не было правильной визы. Точнее, все, что он предъявлял, это было подтверждение на визу или что-то типа того. Но не сама виза. Это просто трэш-история, вот представьте. Посадка заканчивается через 12 минут. Визы нет. Интернета нет. Просим раздать того, кто эти билеты проверял. Он раздает интернет. В итоге мы понимаем, что на территории Турции сайт не работает, VPN возможности поставить нет, так как мы ограничены по времени. В итоге парень звонит своей сестре, та в Штатах. Она экстренно оформляет визу и отправляет ему. Проверяющий на допуске фоткает паспорт, визу, говорит, что распечатывать не нужно, скрина будет достаточно. Что, кстати, тоже правда, вам не нужно таскать баулы распечаток, тех же туристических мест, как советуют некоторые советчики в этих телеграм-каналах. В итоге его пускают на рейс, и все заканчивается благополучно. Это хорошо, что визу выдали сразу, а не как написано на том же сайте, что ожидание визы может длиться до 30 минут. Еще повезло, что можно получить ее в принципе в тот же день, в который вы будете влетать в страну. Вот казалось бы, простая мелочь, а могла стоить больших денег, нервов и времени. Будьте внимательны. Итак, билеты. Летел я компанией Turkish Airlines, и после получения визы просмотренные билеты были выкуплены в оба конца одним платежом. Маршрут выглядел следующим образом. Ташкент, Стамбул, Мехико, Мехико, Канкун, Стамбул, Ташкент. Весь этот маршрут был строго под даты моей визы. Условно говоря, я запросил визу на 30 дней, но при этом на 28-й день я якобы уже вылетаю из Мексики. Надеюсь, логика понятна. И, ребят, если вдруг возникают какие-то вопросы, вы не стесняйтесь, пишите под видео в комментариях. Я на все постараюсь ответить максимально оперативно. Прививки. Ни ПЦР, ни наличие сертификатов не пригодилось мне вовсе. В каждой из стран, что мне повелось посетить, абсолютно не требовалось ничего из этого. Жилье. Было зарегистрировано на Airbnb и оплачено на весь срок моего пребывания. Чуть позже на канале будет рум-тур моего жилья, и мне повезло, что со мной был вот такой вот необычный жилец. Знакомьтесь, это Ромео. Ко мне пришел. Регистрация на рейс проходила довольно интересно. В Ташкенте у меня не смотрели багаж и даже распечатку бронебилетов мне не попросили. Я просто дал свой паспорт и у меня спросили, куда я лечу? В Мексику? Я сказал да. Девушка забрала у меня багаж и сразу выдала мне оба билета. Ну, то есть из Ташкента до Стамбула и из Стамбула до Мехико. Я скажу честно, я немного удивился и растерялся. Это оказалось плюсом, так как 6 часов таскать этот чемодан в Стамбуле было бы достаточно напряжно. И сразу хочу отметить, ребят, если у вас забрали багаж и выдали все билеты, вас уже посадили на рейс, и вы долетите благополучно. С этого момента можете расслабиться. А то я начитался такого бреда, что даже вспоминать не хочу. Каждый из вас, кто смотрит это видео, у каждого, наверное, всплыла какая-то картина очередной страшилки и пугалки касаемо посадки и недопущения на рейс. Нет, все, ребят, билеты выдали, вы уже летите, уже все хорошо, можете выдохнуть. В самолете можно зарядить телефон, посмотреть фильмы, послушать музыку. Все это осуществляется за счет некого бортового компьютера, который перед вами находится. И в целом полет проходит в достаточном комфорте. И ловите лайфхак сразу. Как сели в кресло, снимайте обувь. Это вам очень поможет. На Стамбул закладывайте пересадку 5-6 часов. Аэропорт реально огромный. Я час бродил после приземления, пока не разобрался, куда идти. И это уже с моим немаленьким опытом путешествий и знанием языков. В Стамбуле у меня была 6-часовая пересадка, я не понимал, что мне делать дальше. Ну, то есть, мне нужно как-то регистрироваться дополнительно или просто дожидаться посадки на рейс, так как у меня билет уже был на руках. В общем, я отправился к представителям авиакомпании. В итоге выяснилось, что все хорошо, все, что мне остается, это ждать, собственно, своего рейса. Но девушка у меня поинтересовалась,
есть ли у меня обратные билеты и виза электронная. Так как много человек с русскими паспортами сейчас не сажают на рейс. Я повторюсь, не разворачивают, а не сажают. Это со слов сотрудника самой авиакомпании. И причина, как вы поняли, отсутствие одного из документов. Либо обратного билета, либо электронного разрешения, то бишь визы. Я сказал, что все это у меня есть. Она проверила и сказала, что окей, все хорошо. Я поинтересовался, действительно ли много таких случаев. Она сказала, что с Россией прям много. И опять же, повторюсь, причина непосадки на рейс – это отсутствие одного из вышеперечисленных документов, не более того. А то страшилки ходят такие, что не разворачивают в Мексике. Вот у человека были все документы, все визы электронные, но вот его взяли прям и развернулись. Да что за сказки и бредни? Нет такого и нет такого в помине. Она у меня поинтересовалась причиной популярности этого направления у россиян. Я прикинулся валенком и сказал, что, наверное, летят отдыхать, это ж туристическая страна. В итоге все закончилось даже лучше, чем я предполагал. Она меня обрадовала, сказала, что в случае, если вы летите Turkish Airlines и у вас пересадка более 5 часов, авиакомпания кормит вас в одном из заведений. Собственно, вот на скрине вы можете увидеть те самые заведения, о которых идет речь. Я рекомендую вам не выдумывать и сразу идти в Burger King, потому как все остальные либо вам дадут невероятно маленьких размеров порцию, либо это будет что-то невероятно жареное, жирное, и вы просто-напросто это не съедите. Поэтому моя рекомендация личная: идите сразу в Burger King. В итоге я поел, воспользовался Wi-Fi. Кстати, о нем. В Стамбуле по паспорту получаешь доступ к Wi-Fi всего лишь на час. Дальше нужно платить. И такса здесь следующая. 6 евро стоит 2 часа пользования интернетом, и 9 евро стоит безлимит. Хорошо, что у меня с собой была карта, виза, и я оплатил безлимит. Но в итоге он, кстати, тоже перестал работать, но это уже другая история. Касаемо самой визы, я уже делал видео на своем канале, как я оформлял ее в Узбекистане. На данный момент у вас весь срок займет, недели 3 максимум в текущих реалиях, поэтому, если что, смотрите видео на моем канале, там все достаточно подробно рассказано, если какие-то вопросы будут, не стесняйтесь, пишите. В самолете до Мехико было много орущих детей. Но самое худшее – это скандалющие, матерящихся на этих детей женщины. Это, пожалуй, самое сложное в моем пути. И я, наверное, таким дамам, которые не могут держать свои эмоции под контролем, могу посоветовать следующее. Сидите вы, наверное, дома, если не готовы к таким нагрузкам, и нервы ваши не очень, потому как выслушивать это недовольство на весь самолет, эти крики, эти оры, на самом деле желания мало. И настроение эти женщины, конечно, подпортили многим, и сотрудникам авиакомпании, и другим пассажирам. Это было что-то трэшовое. Вот, кстати, совет еще. Что брать с собой в самолет? В самолет берите кофту, так как было прохладно. Приобретите также подушку, надуваемую под шею. Шея ваша будет целее, вам лететь достаточно долго, поэтому берегите себя. Плюс рекомендую взять наушники. Или же обязательно воспользоваться берушами из набора, которые вам раздадут в полете. Как я и сказал ранее, дети и громкие женщины вас просто из ума выведут. Контроль в Мехико. Ребята, вообще все прошло на ура. На контроле я отдал паспорт, показал бронирование в Тихуане. Зачем я еду? Нисколько у меня денег с собой, ничего этого у меня не спросили. Не спросили также, как писали люди, по телефон. Я не показывал им скрины, ни переписки, ни на какие каналы YouTube я подписан. Это опять к слову о том, чем вас пугают, чем пугали меня, на что я потратил уйма времени, вместо того, чтобы сфокусироваться на действительно важных вещах. У меня просто спросили, куда я лечу. Я ответил, что я направляюсь в Тихуану, и вылет у меня через несколько часов. Я показал билет в один конец. Соответственно, как я сказал выше, я показал распечатку жилья, бронирования.
где все 28 дней я пребываю в Тихуане. Я не делал, как рекомендуют во всех телеграм-каналах, о том, что вы должны прилететь в Мехико или в Канкун и обязательно снять жилье на несколько дней, иначе вы вызовете подозрения. Ребят, камон, всем плевать. Вы прилетели, вы турист, вам дают визу и вы делаете, что хотите. Так вот, она сказала, что все окей, и стала на календаре что-то высчитывать. Я подумал, ну, попадос, поставить сейчас по даты, и будет у меня 30 дней моего пребывания в Мексике, надо будет что-то быстренько делать и ускоряться. В итоге нет, она дала мне паспорт, я заглядываю в него и вижу циферку 180. Радости моей не было предела. И осознание того, что я не стеснен временными рамками и могу пытаться попасть на территорию штатов любым способом, очень вдохновляло. И план был следующий. Если по какой-то причине через SBP-1 у меня не получится пройти, я буду стараться проехать на авто, либо каким-либо другим методом, но назад я точно не полечу. Четкая решимость и осознание того, что назад пути просто нет. В общем, пару часов я бродил по аэропорту. На английском здесь почти не говорят, что странно, учитывая то, что американцы сюда ездят отдыхать и тратить свои деньги. Ну, в общем, да, такая вот особенность этого аэропорта. Пригодилось знание испанского, я зарегистрировался на рейс до Тихуаны, сдал багаж, доплатил $50 за перевес и после подключился к Wi-Fi и сидел, ожидал своего рейса. Здесь он, кстати, бесплатный, но иногда работает с лагами, но это можно пережить. Вот все, что я сейчас сказал, я надеюсь, это было полезно. Теперь мы перейдем к страшилкам. Здесь, конечно, хронометража не хватит, чтобы рассказать о всех тех бреднях, которые я вычитал и к чему готовился. Но озвучу самые явные. Первое. Ну, как я и сказал, чемодан никто мой не смотрел. Вы можете брать все, что угодно. Я вез аптечку солидную, документы, а также книги. И никто мне ни слова не сказал ни на каком этапе. И даже не проверяли, что у меня там лежит. Знал бы, взял бы диплом и остальные документы. Но теперь это уже каким-то другим путем будет перемещаться в Америку. Итак, далее. Второе. Страх, что не впустят или развернут. Ребята, это все опять же откуда берется? Правильно, из телеграм-каналов. Я не знаю, насколько эти истории выдуманные или не выдуманные, но общаясь с сотрудником авиакомпании, она сказала причины, почему могут вас не допустить на рейс. И они вполне обоснованы, они все прописаны на сайтах и уже 10 раз оговорены. Поэтому делайте как надо и будет все хорошо. Так вот, если у вас куплены билеты одним платежом и есть все брони и также есть виза, то все у вас будет хорошо. Вас посадят на рейс и вы благополучно доберетесь до нужной вам точки. Вот даже пример. Я летел с мужчиной, он был из Афганистана, но с российским паспортом. И он вообще не скрывал своих намерений, так и говорил, я приеду, буду продвигаться дальше в понятном направлении нам всем. Я не знаю, что он говорил на таможне, но спустя 15 минут разговоров с офицером, он, его жена и 4 их ребенка благополучно попали в страну. Насколько я знаю, у него даже бронь была всего лишь на несколько дней. Понимаете? Его впустили. Телефоны. Никто телефоны не проверяет на наличие какой-то информации, скриншотов и тому подобного. Ни у меня, ни у тех людей, с которыми я общался впоследствии, ничего такого не было. Я не знаю, откуда это все берется, я не знаю, кто это пишет и с какой целью. Мой опыт и опыт других людей говорит о том, что этого действия делать не нужно, никого не интересует. Вот в скольких странах я был, никогда такого случая не было. И, конечно, мне сейчас, постфактум, когда эти события уже произошли, легко об этом говорить. Я также был на небольшом нервике, я также подготовился, я также очистил телефон от всего, чего нужно и чего не нужно. Но сейчас уже со своей колокольни, по прошествии этого опыта и общения с другими людьми, я говорю вам, что вот те вещи, которые я обозначил, их не нужно делать, это лишние действия. Поберегите себя, поберегите свое здоровье, все будет хорошо. Советы. Первый, самый важный совет, ребят, это последовательность. Погружайтесь в поиск той или иной темы по мере ее необходимости. Это я о чем? Нет смысла смотреть, как проходить границу, если вы еще не купили билеты.
Для общего понимания картины, конечно, это стоит делать, но скрупулезно выискивать информацию, актуальность которой к тому же времени меняется чуть ли не каждую неделю, смысла просто нет. Вот вы стоите перед выбором, каким путем лететь: из Турции в Канкун или из Дубая в Мехико. Вот и изучайте эту тему. Второй совет: меняйте сразу деньги в аэропорту, чтобы потом не искать как ушаленные обменники. Там достаточно нормальный курс, и мне хватило $200 на 2 недели с головой. Итак, третий совет: не надевайте ремень. Я серьезно, вы замучаетесь на каждом контроле снимать и надевать его. Наденьте спортивные штаны или джинсы. Таким образом вы сэкономите себе кучу сил и не будете тратить на это монотонное действие энергию. Четвертое. Ребята, не суетитесь. Ко мне лично подходило несколько человек знакомиться с целью последующего объединения. Это очень бросается в глаза. Вот эта нервозность, неспокойствие, оно просто за километр передается. Не отсвечивайте, будьте спокойными. Я скажу вам сейчас максимально простую фразу, но она работает. Вы уже сделали все, что могли, вы уже подготовились, вас уже пустили на рейс, и нет оснований для того, чтобы вас не допустить, если вы все сделали по уму. Поэтому будьте спокойны. Итак, далее, пятое. В самолете Стамбул-Мехико, ну и в принципе на любом трансатлантическом перелете вы можете упустить одну кормежку. Принцип там следующий. Вас 2 раза кормят по стандарту в начале и в конце перелета, а вот между ними, примерно на 6-8 час полета, никто тележки с едой не возит. Вот вам нужно самостоятельно идти к стюардессам и говорить, что голодны. Я так и сказал: I want to eat, и бутерброд и кофеек вам обеспечен. Если во время развоза пищи вы отказываетесь от основного блюда и просите поесть его немножко позже, вам говорят нет. Логика следующая, что еда разогретая и должна быть употреблена сразу, поэтому лучше ешьте, иначе придется довольствоваться бутербродами. Шестое. По прилету в Мексику сходите в туалет и переоденьтесь. Вы себе спасибо скажете. Но умоляю, только не в шорты, как это сделал я. В Тихуану я летел один такой особенный. Люди в куртках, в ботинках, а я такой красивый в шляпе, тапках и шортах. Было бы холодно, скажу вам честно. Итак, седьмое. По возможности откройте карту визу. Я это делал в Узбекистане, как я это уже говорил. И если вы это видео не смотрели, обязательно посмотрите. Ссылка в описании. И прелесть наличие этой карты в том, что в любой стране, будь то Турция или Мексика, вы спокойно можете оплачивать долларовой картой. Прямая конвертация там, как правило, имеет достойный курс. У вас отпадает головняк с наличкой и ее обменом. Поэтому этот пункт прям рекомендую. Потратьте вы эти 2-3 недели и оформите себе карту. Вы себе спасибо скажете. И последний 9-й пункт. Вы поймите вот такую вот истину, что если у кого-то что-то и произошло из ряда вон выходящее, это статистически капля в море. Но в источниках информации, в которых мы с вами сидим, это раздувается до нереальных каких-то масштабов, и вот мы уже это исключение воспринимаем как правило и равняемся на него. Не надо этого делать. Не читайте эти бредни, не настраивайте себя на плохой исход. Берегите себя и свое ментальное здоровье. У вас все получится, как получилось у меня, как у миллиона других людей, кто пошел этим и другим путем. А мы с вами не прощаемся. Надеюсь, что ролик оказался интересным и полезным вам. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Я с радостью помогу и отвечу каждому из вас. Всем пока!